тихом пригороде, где жизнь текла размеренно, жил мужчина по имени Марк Тейлор. Он работал в офисе и часто проводил вечера, погруженный в свои мысли о работе и жизни. Однажды, возвращаясь домой после долгого рабочего дня, он заметил маленькую девочку, сидящую на крыльце его дома. Она выглядела потерянной и немного испуганной. Подойдя ближе, Марк увидел, что это была девочка с большими, выразительными глазами и заплетенными косичками. «Привет», — тихо произнесла она. «Меня зовут Эмили. Можно войти?» Марк, удивленный, но тронутый ее просьбой, кивнул. Он пригласил девочку внутрь и предложил ей стакан воды. В процессе разговора он узнал, что Эмили — дочь его бывшей девушки Сары. Марк вспомнил о Саре и о том, как они расстались несколько лет назад. Он не ожидал увидеть ее дочь, и это событие вызвало в нем смешанные чувства. В этот момент Лена, его жена, вошла в комнату, держа в руках письмо. Она читала его вслух, и Марк понял, что это было письмо от Сары. В нем Сара просила Марка позаботиться о Эмили в случае, если с ней что-то случится. Марк, чувствуя ответственность, решил позволить Эмили остаться на ночь, чтобы разобраться в ситуации. «Это дочь Сары», — объяснил он Лене, когда они остались наедине. «Она нуждается в помощи». Однако Лена не была в восторге от этой идеи. Она переживала, что Эмили может стать помехой в их жизни, и не хотела, чтобы девочка оставалась в их доме. Марк пообещал поговорить с Сарой, чтобы выяснить, что происходит. Лена, однако, была непреклонна. Она не могла смириться с тем, что в их доме появится ребенок, которого она не знала. Тем временем Лена тайно отвезла Эмили в больницу, где находилась Сара. Марк, заметив, что жены нет, заподозрил неладное и решил отправиться на поиски. Он быстро добрался до больницы и, войдя в палату, увидел Эмили, сидящую на стуле рядом с Сарой. Сара выглядела усталой, но была рада видеть Марка и дочь. «Спасибо, что пришел», — сказала она, с трудом улыбаясь. «Я не могу заботиться о Эмили. У меня серьезные проблемы со здоровьем». Марк почувствовал, как его сердце жалось. Он всегда заботился о Саре, и теперь, когда она нуждалась в помощи, он не мог оставить ее в беде. «Я обещаю заботиться о Эмили», — сказал он, смотря на Сару с решимостью. «Ты можешь на меня положиться». Вернувшись домой с Эмили, Марк начал рассказывать Лене о своих планах. Он хотел взять на себя ответственность за девочку и помочь Саре, но Лена была в ярости. «Ты не можешь просто взять ее к нам», — закричала она. «Это изменит нашу жизнь навсегда». Марк пытался объяснить, что Эмили нуждается в поддержке, но Лена не хотела его слушать. Она оставила его с Эмили, уставшая от споров и разочарованная. Вскоре Лена приняла решение, подала на развод, требуя равную долю имущества. Марк, понимая, что хочет сохранить мир, согласился на все ее требования, хотя это и было нелегко. Операция Сары прошла успешно, и она быстро восстанавливалась. Марк стал отцом-одиночкой для Эмили, и, несмотря на трудности, он старался создать для девочки комфортную обстановку. Каждый день он учился быть лучше, и Эмили, в свою очередь, приносила радость в его жизнь. Она была умной и любознательной девочкой, и они вместе проводили время, играя и гуляя. 6 месяцев спустя, когда Сара полностью восстановилась, она и Марк снова встретились. Они начали общаться и поняли, что все еще любят друг друга. Постепенно их отношения восстановились, и они решили начать все сначала. Марк, вспомнив о своих чувствах к Саре, предложил ей начать новую главу их жизни. «Давай попробуем снова», — сказал он, глядя ей в глаза. «Мы можем создать новую семью, в которой будет место для Эмили». Сара согласилась, и вскоре они снова поженились. Теперь они были не просто родителями, а настоящей семьей, готовой к новым вызовам и радостям. Марк, Сара и Эмили вместе строили свое счастье, и каждый день был для них новым началом. Собравшись вместе, они начали создавать традиции, делая праздники особенными. Эмили, видя, как ее родители счастливы, улыбалась и чувствовала себя любимой.
Марк и Сара понимали, что их любовь и забота о дочери помогли им преодолеть все трудности. Теперь они были готовы к новой жизни, полной счастья и надежды. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.